Как же мы быстро привыкаем к новому. Такая мысль проскочила у меня в голове, когда я делал очередное новое видео. А ведь правда, так много чего добавляют в Майнкрафт, а привыкнуть к этому не составляет труда. Скрипун, Варден, Булава, со всем этим мы уже живем вместе, гуляя под ручку. Хотя, казалось бы, совсем недавно мы говорили, что они не ванильные вещи для этой игры. Что тут говорить про интерфейс и другие мелочи, если мы так легко приняли новые добавления? Но что если то самое новое еще и хорошее? Тут будет несложно и отвыкнуть от старого. Давние текстуры, которые так и рябили в глазах из-за цветов, особенно светокамень. Хотя сложно переплюнуть Незерак, который буквально был плотью и кровью существ, что придавало ему шарма. А старые пещеры, кто-то помнит? В них приходилось часами копать туннели, чтобы найти хоть сколько-то алмазов. Хорошо, что сейчас такого нет. Можно с восторгом изучать эти большие безграничные пещеры, где не составит найти так называемые даймонды. Все мы воспринимаем обновления по-разному. Кому-то атмосферного обновления очень не хватало, а кто-то будет трепетать, когда обновят энд или хотя бы боевую систему. Каждому приходится все на свой вкус. За этими пожеланиями скрывается понимание контента, которое нам показывают разработчики. Апдейты для игроков — это по сути то, что разнообразит и дополнит наши побегушки с друзьями или в одиночку. Но во все времена ценились те нововведения, которые давали абсолютно новый опыт, а не улучшали старый. Все это потому, что только такие обновления давали свежесть и новые ощущения, с которыми мы можем экспериментировать. А если оно еще и затрагивает самые разные области игры и может использоваться в различных ситуациях, то это не обновление, а самый настоящий алмаз в игровой индустрии. И ведь правда, кому нужны улучшения облаков, измененный туман, новые виды коров, куриц и свиней? Если и так это все есть и просто было улучшено. Другое дело булава, которая не имела аналогов в Майнкрафте, что еще позволит убить босса с одного удара, падая с огромной высоты. Правильно? Ничего? Уже многие годы нам показывают самый различный контент, но такое ощущение, что качество и количество в последнее время начало падать. А от того чудится, что разработчики разленились или вообще перестали что-либо делать. Хотя это не так. Все это от того, что мы привыкли к тому, что нам дают намного больше различного контента, если сравнивать с сегодняшним временем. А вот если уберут анимацию лайка на ютубе, то вы больше ее не увидите. Так что скорее нажимайте на лайк, пока не пропало. Только вспомните эти скромные обновления до того, как вышли Водная и Village and Pillage апдейты. В том же 1.12.2 добавили только декоративные блоки, которые продвинули совсем немного строительства, хоть эта версия и является культовой, особенно для моддинга, но явно не дотягивала до звания хорошего обновления. К счастью, после нее игра пошла на возрастание. Никто и не думал, что в воде когда-то будут затонувшие корабли, а возле их плавать настоящие рыбы, да и в целом изменят океаны. Помните, как в то время как раз перерисовывали все текстуры в игре? Революционный момент в мире Майнкрафта. Не все сразу его приняли, но это стало новой эрой, о которой пел Заквиэль. С тех пор качество контента только росло и исправлялось и разрабатывалось множество механик, а особенно в более поздних версиях оптимизировали игру. Самая актуальная версия превосходит во много раз оптимизацию в 1.12.2, и это без модов наподобие Optifine или Sodium, и ведь находятся те, кто утверждает обратное. Чтобы вы понимали, в одном из последних сапшотах оптимизировали чанки и Entity, то есть животных мобов. Кстати, второе будет влиять на ваш FPS при нахождении возле больших ферм. Раньше кадры в секунду падали неумолимо при виде большого загона с коровами. С тех пор, как и вышло 1.13, игроки постепенно начали привыкать к хорошему. Нас сдабривали все лучшими и лучшими обновлениями. И к чему нас это привело? Так вот, привело нас это к обжорству. Но это не вина Mojang, а потому что мы люди. Сколько ни давай, нам будет мало и мало. Пик обновлений начинался с 1.16, адское обновление, одно из крупнейших за все время, где переработали полностью одно из старых измерений. Сложно сейчас без этого представить свою игру в Майнкрафт, и благодаря этому игрокам очень понравилось это обновление. Оно наполнило то, что требовалось наполнить, а именно когда-то пустой Незер, хотя по тем меркам так не считалось. Запомните этот факт. После 1.16 сразу же было анонсировано на Minecraft Live еще одно крупное обновление. Пещеры и скалы. Как же ликовали тогда игроки, когда Mojang показывали его. Высота меньше нулевой. Медь, Варден, множество новых блоков. Да и черт возьми пещеры. И новая генерация над землей. Это было чертовски круто. Но вот начиная с 1.19 и тем более 1.20, все начало идти на спад. Игроки жалуются, контента мало. Айон теперь не так хорош, как был раньше. Сейчас он пустой и требует изменений. Об этом просят игроки каждый год. На самом деле так забавно смотреть комментарии под официальными видео Майнкрафта, и в комментариях так кричат об обновлении энда. Моджинги тоже не пальцем деланные. Такое ощущение, что они специально дразнят фанатов игры.
Короче, это массовый рофл. Тут и показала жадность людей, и то, как мы быстро привыкаем к хорошему, так и не заметив, что Mojang так и продолжает трудиться над игрой, хоть и контента не так много. О чем тут говорить, я и сам такой, мне, как и всем игрокам, не хватает нового, хоть я и понимаю все мелочи. Последний год оказался особенно странным. Новая система дропов, маленькие Майнкрафт лайвы, да и вроде добавления в обновлениях есть, однако влияние его минимальное на геймплей. Тот же Скрипун является блестящей идеей, но применять этого моба, кроме как пугание игроков, а я напомню, что это место уже занимает Варден, нигде нельзя. Ну, еще для добычи блоков из смолы. Смола — это вообще отдельная тема, которую можно раскручивать и раскручивать, потому что использовать ее только для блоков — большая потеря. По сути, я бы назвал этот год посвященный атмосфере игры и технической части. Все-таки было очень сильно дополнен визуал игры, но и есть одно легкое объяснение выбора этого направления. Все хорошо знают, что Ночь — это создатель Майнкрафта, а если ты не знаешь, то у меня к тебе много вопросов. Ночь создал величайшую игру, в которой мы провели до безобразия множество часов, хотя при ее создании он написал весьма кривой код, который до сих пор и разбирают разработчики. Если вы еще не догадались, почему именно такие обновления выходят, то я вам расскажу. Разработчики на этот момент погружены в переписывание тех самых строчек кода, а каждый лог игры требует особого внимания, чтобы не создать еще больше багов. За это время было исправлено очень много ошибок и оптимизировано большинство процессов. К примеру, исправили легендарный баг при падении с высоты вместе с лодкой. По слухам, там имелась одна особенность, из-за которой было сложно исправить эту ошибку. Однако, как говорится, совершенству нет пределов. Понимая это, Mojang начали создавать шейдеры для Java версии Minecraft, и для этого они разделят основной движок. Графический движок будет отделен от геймплейного, что позволит вносить такие нововведения, как шейдеры с большей скоростью. По сути, им надо полностью переписать графический движок. Так что стоит набраться терпения до того момента, пока они с этим не разберутся. А вот на Bedrock шейдеры уже есть за счет того, что изначально движок был разделен. Думаю, достаточно говорить о великом, можно и обсудить более приземленные вещи. Тема, как быстро мы привыкаем к хорошему, может раскрываться в разных отделах игры. Ответьте на вопрос, смогли ли вы вернуться на более старые версии Майнкрафта и спокойно играть на них. Будете ли вы чувствовать, что вам нравится это делать без контента, с которым играете уже продолжительное время? Если бы мне задали такой вопрос, мой ответ был бы однозначно нет. Я не представляю Майнкрафт без изменений на новых версиях. Вот никак. Я пробовал поиграть на более старых версиях. Да, это прикольно, ностальгия, все дела, но новые версии дают те возможности, которых нет в других. Именно по этой причине мой сервер Quant при каждой возможности обновляется на актуальную версию. И нет, это не реклама. А вот чтобы следить или подать заявку на сервер, то можете перейти в телеграм-канал в шапке профиля или по ссылке в описании. Там есть что посмотреть. Хоть в новых версиях много чего хорошего, но есть одна большая ошибка, на которой даже шутят сами разработчики. Никто не будет отрицать, что фантомы вовсе бесполезные монстры. Так помимо того, что они бесполезны, они еще и мешают банально играть, заставляя вас спать. Удивительно, что пока мы не спим, не снятся кошмары. Так что, кто знает, может на 1.12.2 все-таки лучше? Вот это я пошутил. Как говорил ранее, я пробовал поиграть на старых версиях. За это время у меня появился целый список нововведений, которых мне не хватает в старой версии. А играл я на 1.16.5, уже устоявшаяся версия для сборок в Майнкрафт. Ну, сложно отрицать, что она уже устарела, ведь появилась новая модовая версия. Кстати, об этом феномене будет отдельное видео, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить, там весьма интересная тема. Между 1.16.5 и 1.21.8 вышло немало версий, добавляющих разные мелочи. Учитывать большие изменения нет смысла, оно слишком много изменяет в игре, а я хочу поговорить о мелочах, которые улучшают наше пребывание в игре. Кстати, интересно, а без чего вы, зрители моего канала, не сможете играть на старых версиях Майнкрафт? Напишите об этом в комментариях, а я с радостью прочитаю. Первое, что я особенно для себя выделил, это блоки. За это время их добавили очень много. Перечислять все нет смысла. Как для того, кто любит строить, это огромный подарок. Добавили большое количество разновидностей камня, деревьев, полки добавили. Это огромный потенциал, что сейчас используют строители. Такое ощущение, что ни одно обновление не обошлось без блоков для строителей, и каждый из блоков можно наблюдать в творческом инвентаре, который был отсортирован. Это изменение очень помогает в поиске предметов, а особенно хороша отдельная вкладка, которую понадобится включить. Чтобы сделать это, надо зайти в настройки специальных возможностей. В этой вкладке расположены все креативные предметы, от командных блоков и барьера до секретных картин, которых нет в выживании. Их, кстати, можно использовать для заднего фона. Повешусь сюда, пожалуй. Кстати, задний фон еще изменился на главном меню Майнкрафта.
Точнее, не стало того старого земляного фона, и его заменила красивая панорама обновления. Но вот что самое главное, страница создания мира стала в разы лучше визуально, но при этом добавилось множество настроек мира, которых не было раньше. Например, отключение и включение у лавы и воды возобновляемости. Рыхлый снег — это тоже вода, только замерзшая, поэтому его часто используют для вотerdропов вместо воды. У рыхлого снега есть одно большое преимущество — он не испаряется в аду, поэтому можно спокойно делать сноудропы в Незере. Последнее, без чего я бы не смог жить, это без козьих рогов. Точнее, без одного единственного рога. Теперь я тот самый сосед, который не будет давать побыть в тишине. На самом деле есть еще множество фишек в новых версиях, из-за которых я не стал бы играть на старых версиях. Решил лишь маленькую часть из них вам рассказать. Тема, как быстро мы привыкаем к хорошему, на самом деле очень важна, и она касается не только Майнкрафта, но и нашей жизни. Но я задумался о ней именно в пределах данной игры. Можно вечно играть на новых версиях, не замечая того, что нам дают то, что мы не ценим до того, пока не лишимся этого. Это был я, Меглон. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также посмотрите старые видео, они тоже интересные. Тони Старк собрал мини-реактор, сидя в яме! Из металлолома!